Это у нас... Так, это у нас сюда. Так. Ага. Так, звук у нас. Ага. Так, здесь надо это хозяйство тоже запустить. Так. Угу. Сообщение, чат. Все сообщения. Так, ну вот. Угу, угу. Ага, ага. Угу, угу. Так. Всем здрасте. Ну, что вам, собственно, делать? Вы сидите, ничего не делаете. Вот. Почему бы, соответственно, нам тут и не повстречаться, и не пообщаться? Да, у вас есть, соответственно, возможность задать вопросы мне. А у меня есть возможность ответить вам. Вот. Как говорится, надо чаще встречаться. И если нам говорят, что теперь все надо контакты ограничить, ну, значит, будем делать наоборот, да? Вот. Используя, скажем так, технические возможности. Вот. Так, вот я вижу привет из Лондона, привет из Перми. Ну, да. Я, значит, соответственно, из Ижевска. Так, еще, значит, так, Израиль на проводе и так далее. Ну, смотрите, какая замечательная, теплая компания появляется у нас тут. Получается. Так, давайте сегодня пообщаемся на такую вот интересную темку, да. Я думаю, немножко критики власти не повредит. Вот. Может, вдруг кто-нибудь все-таки это хозяйство услышит и как-нибудь там задумается, призадумается и так далее. Но Греция на проводе, опять же, да, весь Евросоюз полностью представлен. Еще чуть-чуть и будет вся Евразия. Да. Значит, кстати говоря, смотрите, момент какой. Коронавирус распространен достаточно активно в двух местах. Северная Америка, конкретно Соединенные Штаты, в Канаде как-то что-то пока тихо они или молчат. Вот. Да, привет, Беларуси. Значит, и, соответственно, Евразия. Если мы возьмем вообще вот эту вот, как сказать, хронологию, как у нас проходили вот эти вот вирусы, что получалось, как это, птичий там грипп, свинский грипп, птичий грипп 2 раза был, да? Каждый раз получалась очень интересная штука. В Китае эта хренотень возникала. Например, птичий грипп. Соответственно, птицу приходилось убивать, уничтожать. Ну, птичий грипп же. Соответственно, потом Китаю приходилось закупать все это дело в Штатах. Интересно? Очень. Ну а кто еще в состоянии, значит, у кого еще мощная сельхозка? Дальше. Потом свинский грипп. Пришлось уничтожать свиней. Со свинским гриппом вообще интересно. Он был в Китае, был в России. Причем однозначно специалисты говорят, что этот вирус был выращен в военной бактериологической лаборатории в Грузии. То есть следили даже пути проникновения всего этого хозяйства там и так далее и тому подобное. Вот. Ну, у них там свои методы, в общем-то, да. Значит, но, опять, в России это как-то так мимо прошло, ну, потому что у нас свиноводство на тот момент было совсем хреново развито, поэтому мы это просто не заметили. В Китае пришлось уничтожить, опять же, всех свиней, и надо учитывать, что в Китае у населения иммунитет хреновастенький. Хреновый иммунитет, честно говоря, у китайцев. Никакая китайская медицина им не помогает. Вот, кстати говоря, да. Закупили они опять свиней. Где свинину закупали? В Штатах закупали свинину. Замечательно. Потом у них, значит, снова птичий грипп. Опять, значит, кур снова под нож. Где курятину закупали? В Штатах курятину закупали. Вот. Ребят, по-моему, замечательная картинка получается, да? Соответственно, из Китая все это хозяйство, так как Дальний Восток с Китаем у нас общается плотно, все это дело у нас переползало на Россию.
Вот. Естественно, так как Китай достаточно плотно общается с Европой, все это хозяйство улетало в том числе в Европу. Теоретически за подобные выходки американцев надо, ну как, не самих американцев, а их руководство, надо к чертовой матери бомбить ядрен батоном по полной программе. Вот. Кстати говоря, у того же самого НАТО все эти вещи прописано достаточно подробно, в каких случаях применяется ядерное оружие. У нас, кстати говоря, точно так же все это дело прописано, в каких случаях и по каким объектам применяется. Теоретически мы должны были нанести ядерный удар по биологической лаборатории в Грузии, когда оттуда пришел свинский грипп. Но всем понятно, что это будет что? Хреново это будет, да? Потому что кроме лаборатории будет не очень хорошо еще и людям, которые вокруг этой самой лаборатории живут. Вот. Учитывая, что в Грузии местность очень много именно гористой местности, радиация там будет держаться очень долго. Поэтому горные районы для бомбежек не рассматриваются. О, Средняя Азия уже подтягивается. Замечательно. Ташкенту привет. Так. То есть, уже несколько лет как идет достаточно активная война американцев с фактически Евразией. Вот. Да. Это с одной стороны. Но, что у нас происходит сейчас, здесь в России? Как я, собственно, на одном из прошлых стримов говорил, мне хотелось пообщаться, значит, с кем-то из МВД. Ну, к сожалению, это был не министр, вот, но тем не менее, значит, и не рядовой сотрудник. Вот. То есть, в МВД, во-первых, понимают, что вот этот режим, который введен сейчас, это, да, ни рыба, ни мясо. Вот. И все это дело очень сильно попахивает незаконными вещами. Вот. Особые полномочия, конечно, регионам дали, но, извините, а если, значит, завтра нам скажут, что все тетки должны ходить с голыми титьками по улицам, и кто, соответственно, не слушается, тем штраф. Это будет что? Ну, особые полномочия. Да, я даже обосновать это хозяйство могу. Мужики будут радоваться, глядя на это богатство. У них будут вырабатываться эндорфины, резко возрастать иммунитет. Ну и все, что там еще положено возрастать в таких случаях. Понимаете? Я не знаю, право первой ночи тоже можно вводить, что ли, под предлогом того, что регионам должны широкие полномочия. Вот. Как вот это вот все? Ходил, гулял ночером, чтобы, понимаете ли, меня никто не обвинил, что я, понимаете ли, создаю группу, разношу инфекцию, поэтому ходил по ночному городу, пустому, соответственно. За всю прогулку я увидел всего-навсего одну патрульную машину. Я ходил интенсивно, сейчас скажу, ну где-то минут 40. Вот. Видел всего одну патрульную машину. Но при этом всем я насчитал 6 скорых, которые именно патрулируют улицы. Блин, ребят, жуткое зрелище, ёкарный бабай, нахрена? Скорые патрулируют, они не едут на вызов, это всегда видно. Когда, значит, машина едет на вызов. Вот, они торопятся, да? Когда они едут с пациентом, они тоже торопятся, но аккуратно едут. Значит, там в поворотах, на ямах и так далее. А здесь именно патрулируют, они едут так, неспешно абсолютно. Да. Че, на них возложили вот это вот хозяйство? С одной стороны, конечно, я могу подозревать руководство нашего МВД в хорошем знании законов и нежелании эти самые законы нарушать. С другой стороны, боюсь их перехвалить. Вот. Есть еще одна причина, почему плохо патрулируется. Ну, потому что банально нехватка личного состава. Элементарно. Нехватка личного состава. На весь Октябрьский район, который у нас фактически, ну, треть города это точно, вот, всего один дежурный экипаж был. Во всяком случае, сегодня ночью. Ну, блин,
Я так понимаю, МВД у нас реформировали, сократили, и случись что, просто никого нет. Бред, бред. Да, но мы, значит, теперь, не знаю, с громкоговорителями у нас тут что-то один день покатались, что-то рассказывали, на этом, собственно, все и закончилось. Вот. МЧСников на улицах я не вижу, чтобы они ездили, что-то рассказывали. Один раз они прокатились, ну что рассказывать в регионе, в городе, где было 4 заболевших, 4 выздоровевших теперь, соответственно, да, 37 человек с ними контактировали, и которые болеть отказываются. Просто-напросто. Вот. Все. Зачем какие-то чрезвычайные меры вводить вот в таких, собственно, условиях, да? Я надеюсь, что все-таки в руководстве республики люди достаточно здравомыслящие. Вот. Во всяком случае, министр внутренних дел Удмуртской республики окончил то же самое учебное заведение, в котором учился я в Омске. Вот, да. Вполне возможно, что у нас с ним были одни и те же начальники курсов. Да. Но руководство школы было точно то же самое. Теоретически должен оттуда выйти человек так-то достаточно здравомыслящий. Учили нас, в принципе, хорошо. Преподаватели вряд ли там поменялись. Хоть этот министр помладше меня, но не очень сильно. И не думаю, что там как-то сильно поменялись преподаватели. Они были все достаточно молодые. Вот. Да и куда им там, собственно, уходить было. Как-то так вот. Какая-то такая вот интересная ситуация. Но на тему физиологических норм. То, что нам Америка объявила войну всей Евразии, это как бы понятно. Про макрорегионы уже, собственно, рассказывали. Уже года 3, наверное, как рассказывали. Про то, что страны будут объединяться в макрорегионы там, и так далее и тому подобное. Вот. Кстати говоря, рассказывали еще одну вещь о том, что государства будут образовываться на основе, не на национальной основе, как сейчас, да, вот есть Германия, там немцы, вот есть Франция, там французы. Вот есть Россия, значит, государствообразующим народом является русский. Вот. Там и так далее, да, Италия, итальянцы, там, Испания и прочее. А образовываться государства будут на базе корпораций каких-то. Вот, как фантастики. Ну, в принципе, это не лишено оснований. Если вот такая хренотень продлится, как сейчас, экономическая, то к этому мы придем легко и непринужденно. Потому что через месяц, а по сути будет не месяц, мы 7 дней уже отсидели, да? Реально отсидели. Вот. Это у нас, потому что все-таки домашний арест фактически. Вот. Отсидим теперь, президент сказал, еще месяц. Плюс потом после этого будут что? Майские праздники. И, соответственно, работодателю вытаскивать на праздники работников опять как бы резона никакого нет. Итого получается 52 дня. Чистоганом. Вот. Практически там без недели 2 месяца. Вот. За эти 2 месяца действительно микробизнес, там малый бизнес, средний бизнес, самозанятые накроются медным тазом. Просто-напросто. Выживать будут одни бюджетники, да? Куда деньги уйдут? Деньги уйдут, соответственно, крупным монополиям, вот, крупному бизнесу, достаточно крупному бизнесу, который потом все эти вот самые ниши займет. Мы ведь предположить в свое время не могли, что вместо, значит, множества частных магазинчиков у нас появятся вот такие сети, как Пятерочка, Магнит, там у кого-то еще что-то, да? Вот. Что вместо множества магазинчиков там с какими-то хозяйственными вещами у нас появится такая хрень, как, значит, Ашан, Леруа Мерлен, крупные сети, да? Вот они фактически всю вот эту вот мелочь сейчас будут выдавливать. Они выживут. Вот. Мелочь нет. Мелочь не выживет. Да. Ну, получается, это война против людей. Да.
потому что вот тех, кто не в состоянии толком нормально пережить нынешнюю ситуацию, сидя дома, без зарплаты, без денег, это у нас больше 70% населения. Вот. Теперь, еще такой моментик. Приходится сомневаться немножко в действительно адекватности властей и в том, что они заботятся о нашем здоровье. Я понимаю, если бы говорили, что, ребята, там, да, не собирайтесь на улицах, не кучкуйтесь, пожалуйста. Не собирайтесь в торговых центрах, значит, не кучкуйтесь, пожалуйста, торговые центры бы там активно обрабатывали всякой этой самой ерундой. Вот. И так далее. Было бы как бы все понятно. Там были бы советы, типа кварцуйте помещение, да. Были бы советы, значит, там ешьте больше зелени, там чеснока, фруктов, витаминов и так далее. Вот. И было бы понятно, что да, власти заботятся о здоровье, значит, людей, помогают им в трудную минуту там и так далее и тому подобное. Но всем говорят, не выходите из дома, иначе будем штрафовать. В Москве, значит, уже, в Хакасии уже ввели штрафы. Может, еще где-то ввели штрафы. У нас штрафы пока не вводят, пока не собираются, значит. Ну, блин. Да, надо постучать по дереву, поплевать через плечо, блин, да. Вот, чтобы не сглазить, а то введут ведь, догадаются. Человек должен двигаться. Человек – это такое интересное существо, которое изначально живет, когда движется, двигается. У человека есть такие интересные системы, как, например, в Казани ввели. Ну, совсем замечательно. Ну, вот смотрите сейчас. У человека есть кровеносная система, к примеру, да? Но кровеносная система у нас разделена на две части. У нас есть артериальная и есть, соответственно, венозная. При этом всем барьер между артериальной и венозной – это фактически клетка. То есть, если очень грубо так представить, вот здесь вот подходит, значит, артериальный кровоток с давлением выше атмосферного. Вот здесь вот клетка, соответственно, вот он подошел, бум, и туда задавливает питательные вещества через мембрану. А с другой стороны клетки идет венозный кровоток, в котором насоса нет, давления нет, давление, значит, ниже атмосферного. Вот. И где движение венозной крови обеспечивается за счет двух факторов. Фактор первый. Сами сосуды, значит, работают вот таким вот образом, слегка, точно так же очень похоже на перистальтику кишечника. Раз. Но это достаточно слабенько. Вот. Второе, значит, второй основной фактор – наличие клапанов. То есть, грубо говоря, вот у вас вены идут по ногам снизу вверх, да, они же должны снизу вверх идти, сверху там уже артериальная кровь пришла, теперь снизу вверх это должно как-то уйти. Как это хозяйство может уйти? У вас во всех ключевых местах, там, где есть, скажем так, возможность перегиба сосуда, в этих местах стоят обратные клапана. Вот. Не лепестковые, а они, значит, по принципу, по принципу ниппеля, как раньше в велосипедных колесах стояли, ну, в автомобильных, собственно, тоже. То есть туда он пропускает, а обратно и трубочка зажимается. Вот. Человек должен двигаться, у него должны работать мышцы, в том числе мышцы ног, постоянно, регулярно, для того, чтобы обеспечивалось движение венозного кровотока вверх. Для того, чтобы не происходили застойные процессы, для того, чтобы всякая гадость не накапливалась на этих самых клапанах, клапана, соответственно, не забивались вот этим дерьмом, и у человека не возникал варикоз. Смотрите, у кого варикоз, в первую очередь, у тех, кто много проводит на ногах, то есть давление, значит, жидкостного столба большое, но при этом человек мало двигается, не интенсивно. Это у нас актеры, раз. Это у нас продавцы, два. Это у нас другие работники, которые вынуждены проводить много времени, стоя, но при этом в статике.
А на втором месте после них те, кто вынужден много сидеть и мало ходить, как, например, те же самые бухгалтера. Вот. Понятно, да? Давайте я вам напомню такую очень интересную, значит, штуку. Помните, значит, был захват театра, был спектакль «Нордост». Вот. И там потом применяли газ усыпляющий. Значит, бандитов взяли, люди там от этого, значит, некоторые погибли. Но в том числе было достаточно много смертей у людей из-за того, что они провели много часов, сидя неподвижно, им не давали никуда ходить. Потом, соответственно, они начали вставать, начали двигаться, и выяснилось, что у них в крови появились уже сгустки, и эти сгустки сработали как тромбы. Тромб в сердце, сердце останавливается, человек умирает. Человек – это, не статуя, он должен двигаться. Физиологическая норма для среднестатистического взрослого человека – это примерно 10 километров в день он должен проходить. 10-12 километров в день. Нормы эти нарушаются по полной программе. И обычный человек, офисный работник, проходит в день примерно 5 километров. Ну хотя бы 5 километров. Да, от этого состояние ухудшается постепенно, значит, да. Есть такая вещь, которая называется гиподинамия. Вслед за этим, соответственно, в свое время, еще в советские времена, было от инфаркта бегом. Вот. Там как раз таки был бег трусцой и так далее и тому подобное. Но если человека запереть в 4 стенах и давать ему ходить исключительно в ближайший магазин не дальше 500 метров за продуктами, это 500 метров туда, не интенсивно, 500 метров обратно, и это 1 километр. Получается, да? При том, что человек должен проходить 10. Или хотя бы минимум 5. Если кто, например, вот очень часто жалуются девушки после родов. Вот. Они вынуждены много проводить времени с ребенком в статике. Они мало двигаются после родов. Ну, что там, куда? С коляской же не побегаешь интенсивно, да? Особенно по нашим дорогам, вот, которые весной таят. У них возникают болезненные ощущения в ногах, в мышцах ног. Конкретно в квадрицепсе. Да вот эта вот четырехглавая мышца, которая над коленом. Передняя сторона бедра. Вот, четырехглавая мышца. Начинает болеть там. Почему? Начинают мышцы атрофироваться, потому что мало человек двигается. Плохое кровоснабжение. И мышца начинает атрофироваться, и она от этого начинает болеть. Это мучительные боли. Если кто-то это проходил, он знает. Тот, кто вынужден, там, допустим, после операции, там, тяжелые болезни, много проводить лежа, у него все болит, не только ноги, все тело болит. Просто потому, что мышцы начинают атрофироваться, и потом их достаточно сложно восстановить. И вот в это хозяйство нас загоняют сейчас. Говорят, вам не надо ходить никуда, вы должны сидеть дома. Иммунитет при этом падает достаточно стремительно. Когда человек не получает солнечных лучей, солнечного ультрафиолета, солнечного света, у него не синтезируется, соответственно, там куча витаминов. Кроме витамина D, там море этих самых витаминов. Я уже много раз рассказывал на эту тему. Вот. Именно с этим ограничен срок плавания, например, у подводников. У американцев, значит, они должны на 56-й, по-моему, день стоять в доке, блин. Нормы. У нас такие же нормы вводили в свое время. Потом, значит, нормы чуть-чуть там, ну, можно же еще чуть-чуть, ну, там еще неделька не повредит, и т.д. и т.п. Но после этого, значит, если американский экипаж пришел после вот этих вот там меньше 2 месяцев, он, значит, провел в море, потом приходит, они ведут обычную службу, обычную жизнь.
Наших, соответственно, которые отходили 82 дня, максимум 82 суток в море, их после этого всем экипажам снимают, а сначала отправляют на 1,5 месяца в санаторий, потом на 1,5 месяца просто отпуск. Понимаете? Для того, чтобы восстанавливать здоровье. Ёкарный бабай, 56 дней и 82 дня. По большому счету не сильно большая разница так-то, да? Но заметьте, какие последствия уже. И это физически здоровые люди с физиологически полноценным избыточным питанием. То есть там икра красная, икра черная, пожалуйста, получите. Крабы, пожалуйста, получите, распишитесь. Вино красное, значит, в обязательном порядке. И так далее и тому подобное. То есть то, что здесь мы, ну, вот я в магазин захожу, я смотрю, сколько там стоит черная икра. Я на эту витрину смотрю, значит, как на витрину в музее. Вот. Потому что более-менее вменяемое количество икры, что-то там сколько грамм-то, 50 что ли грамм, оно стоит порядка 20 или 30 тысяч рублей. Ну, вот такой порядок цен. Вот. Я не могу себе позволить намазать, сожрать бутербродик стоимостью, значит, 20 тысяч. Вот. Как-то меня там это, жаба удавит по полной программе. Вот. Скажет, совсем скотина охренел, блин. Зажирался, да. Понимаете? Дальше. У человека есть такая, значит, система, которая называется лимфатическая система. Она точно так же не имеет своего насоса. Движение лимфы по лимфатическим сосудам осуществляется за счет сжатия расслабления мышц, которые эти сосуды окружают. Обычные мышцы. То есть должна быть двигательная активность для того, чтобы происходил нормальный, полноценный лимфообмен в организме. Понимаете, что характерно? Мало того, вот у нас в башке, если вы думаете, что там сеть лимфатических сосудов, хрен там. Они туда заходят, вот это вот вход, а вот это выход. И у нас мозг, ну грубо так, если опять же сказать, плавает в этом самом море из лимфы. Вот. И для того, чтобы полноценно эта самая лимфа там менялась, требуется регулярные, как сказать, постоянные движения, в том числе шейных мышц. А это возможно только, опять же, нормально при ходьбе. Энергичный, интенсивный, там, смена положений тела и так далее и тому подобное. То есть не в домашних условиях это хозяйство делается. Вот в чем дело. При этом всем надо понимать, что если у нас венозная система это фактически канализация, то лимфатическая система это у нас резервная канализация. То есть тогда, когда емкости венозной системы уже недостаточно, вот, емкости кишечника, допустим, уже недостаточно, скорости работы фильтров, которые опять же зависят от скорости работы сердца, интенсивности движения человека и так далее, недостаточно, тогда токсины начинают сбрасываться в лимфатическую систему. Вот. Что, скажем так, ну ни хрена не улучшает самочувствие мозга. Опять же, при нехватке, значит, когда кровь у нас достаточно грязная становится, то есть при малой подвижности, вот, у нас получается такая штука, что человек начинает тупеть чисто физиологически. У него падает интеллект просто потому, что, скажем так, производительность процессора, мозга, то бишь, упала из-за внешних факторов. Вот в чем дело. Вот. Понятно, да? Мозг должен обеспечиваться питанием и кислородом. Для этого должно интенсивно кровь приходить и интенсивно должна уходить. Кровь должна интенсивно чиститься. Вот. Это обеспечивается за счет, опять же, скорости кровотока.
Скорость кровотока у нас поддерживается, с одной стороны, интенсивностью работы сердечной мышцы, с другой стороны, интенсивностью работы прочих мышц. Почему важна ходьба? Потому что, извините, ноги у нас крепятся к туловищу через задницу, правильно? Вот эти ягодичные мышцы, они самые крупные мышцы вообще. Так вот, мономышца такая, самая здоровая. Раз. Второе. На ногах вообще относительно, значит, всего тела очень много мышц чисто по объему и массе. Поэтому они влияют очень сильно на общее самочувствие человека. Значит, вчера я днем, с одной стороны, вроде как в парк съездил, там немножко погулял, но этого было недостаточно. Там сейчас сыренько, грязненько местами. Вот. И мне этого недостаточно, как нагрузки. Там достаточно так горизонтальненько это все. Здесь я живу на горочке, поэтому я интенсивным шагом спускаюсь с этой горочки. Потом интенсивно, соответственно, точно так же в горочку поднимаюсь. Вот. Я так хожу каждый вечер. В обязательном порядке. Наплевать, какая там погода за бортом. Вот. Ну, потому что, да. Потому что из-за того, что я бросил курить, у меня выросла масса тела. Вот. У меня появилась нагрузка на сердце. Эти вопросы я порешал. Но поддерживать сердце в порядке я могу только в том случае, если я буду в течение дня интенсивно двигаться. При этом всем не то, что вот там я интенсивно сбегал в магазин. Нет. Должен быть достаточно большой отрезок времени, в течение которого интенсивность нагрузки не должна падать. Только так обеспечивается тренировка-то любой мышцы, в том числе сердечной. Вот. В том числе, значит, и прочих мышц. Понимаете как? И если, соответственно, мне какой-то дядя говорит о том, что я должен сидеть в 4 стенах, я не должен ходить, я перевожу это хозяйство с чиновничьего на русский и получаю: Василий Андреевич, ты должен сидеть дома, ты должен ухудшать свое здоровье, у тебя должно портиться сердце, у тебя должен, значит, забиваться организм токсинами, у тебя должен тупеть мозг от нехватки кислорода, у тебя должны атрофироваться мышцы двигательные, чтобы ты через вот этот месяц не мог без одышки, без невероятных усилий, без преодоления, без дрожи в ногах, там, холодного пота и так далее, преодолевать, ступеньки там, словно до 4 этажа. Еще раз, кто не в курсе, я, значит, повторяю, у меня был вес примерно 90 килограмм, там, 88, 92, и все было нормально. Худеньким я никогда не был, я достаточно плотного телосложения, занимался спортом, мышечная масса развита там и так далее. Вот. И когда я бросил курить, у меня выросла масса тела, у меня выросла в течение полугода примерно до сначала 100 килограмм, потом 110 килограмм. Сейчас где-то примерно 106-108 держится. Вот, то есть чуть-чуть скинул, ну и, собственно, все. Жить мне это сейчас не мешает, массу своего тела я не чувствую. Единственное неудобство это было на гололеде резко маневрировать, вот, особенно если кто-то из дам там делает вид, что, встречного мужика не существует, поэтому она прется как танк. Вот, ну, извините, я резко свернуть не могу, масса не та. Вот. Да, особенно на гололеде. Очень хорошо это хозяйство, понимаешь? Да, сравнительно. Вот. Таким вот образом я вынужден ходить. Вынужден ходить. К сожалению, рядом нет условий для того, чтобы можно было еще и бегать. С удовольствием бы начал бегать трусцой. Вот. Но для этого придется как минимум мотаться в парк. Вот. Да. Ну ладно. Там почище станет, глядишь, начну. Потихонечку. Вот.
Понимаете? Вот такая вот картина. То есть, вывод из этого хозяйства. Я должен что понимать? Что кто-то обо мне заботится? Да, сейчас. Хазар. Никто обо мне, соответственно, не заботится. Чиновники хотят, чтобы мое здоровье ухудшалось. Все их меры направлены строго на то, чтобы мое здоровье ухудшалось. Я сейчас вот приехал, ездил, значит, за город, вот, на Волошку, на природу. Ну, да вот просто вот я выехал на природу, блин, там людей нет, ну там есть рыбаки, да, которые до сих пор, значит, на вот этом вот льду с риском провалиться все еще, значит, ловят рыбу. Вот. Я уехал подальше, вдоль берега, туда, где, значит, уже никого нет. Все. Солнце, красота. Просто банально постоял, попринимал солнечные ванны, подышал свежим воздухом за городом. Потом, соответственно, на обратном пути залил 30 литров артезианской воды. Вот. По канистрам привез домой. Там артезианская скважина с очень хорошей водой. И вот, пожалуйста, колонка стоит. И до сих пор это, блин, еще не снабжено счетчиком. На удивление. Вот. Кстати говоря. Но вот этого вот, это я просто съездил, подышал воздухом. Сейчас у меня на лоджии открыто, вот все, что можно было открыть, я открыл полностью. Открыта, соответственно, балконная дверь. Открыта форточка, соответственно, на кухне. Еще не окно, но уже форточка. Все проветривается. На улице вроде как градусов плюс 10. Для чего? Должен быть свежий воздух. Человек должен двигаться. Вечером пойду гулять. Если ведут штрафы, ну, значит, буду гулять чуть позже и дворами. Вот. В конечном итоге сейчас сделали очень правильно. Милиция ездит с включенными проблесковыми огнями. Значит, мигалки у них включены, поэтому их видно издалека. Это здорово. Вот. Будет время, чтобы спрятаться. Да. Но, надеюсь, до такого маразма у нас не дойдут. А вообще, да, возникает впечатление, что чиновники просто-напросто устроили конкурс, кто придумает более дурацкое решение. По большому счету, их понять тоже можно, потому что они прикрывают собственную задницу. Вот. Им говорят, значит, ребята, если, блин, вы допустите роста, блин, мы вас там туда-сюда. На сегодняшний день 3 губернатора уже отказались от своих постов. Дальнего Востока раз. Потом Архангельской области и Коми. 3 губернатора уже ушли в отставку. То ли они сами ушли добровольно, как пишут, то ли их ушли. Вот, как минимум в одном из регионов было допущено заражение пациентов больницы коронавирусом. Но опять же, значит, если смотреть с этой точки зрения, да, блин, вроде как страшно становится и так далее. Но если принять во внимание, что нигде, включая ту самую злополучную Италию, или тот самый злополучный Нью-Йорк, те самые Штаты, нигде нет роста смертности относительно того же периода прошлого года. Нигде нет. То есть, это все бегают с выпученными глазами, вот, нагнетают истерию просто-напросто в отношении сезонного гриппа. Да, он искусственный, но точно так же были искусственными 2 предыдущих птичьих гриппа. Свинский грипп были точно так же искусственными. Есть подозрение, что знаменитая испанка точно так же абсолютно искусственный вирус. Вот, которая, блин, выкосила Европу так нехило. Значит, если власти считают, что они смогут пересидеть вот так вот граждан по домам, пока пройдет пик, как нам сказал Владимир Владимирович, вот, пик еще не пройден. Ну, ладно, хорошо. Дело в том, что этот самый вирус по Евразии шароборится так вот достаточно активно.
с октября месяца. То есть с октября месяца люди начали болеть тем самым гриппом, который по всем симптомам является вот этим самым коронавирусом нынешним. Вот. Ну, а по мнению, значит, вирусологов, эпидемиологов, вирус молодой. Он будет сейчас достаточно активно мутировать. Пока устаканится, пока туда-сюда, ну, года 2, говорят, пройдет. Нам что дома, блин, 2 года сидеть? Неделя вот такой вот отсидки для экономики России, блин, это катастрофа. 2 месяца отсидки, а получается по факту 2 месяца, ну только что я вот объяснял, да. Ребят, у нас просто ничего не будет. Мы будем помирать от голода. Потому что наш гарант так и сказал в свое время. Надо отходить от патернализма. Вот. Граждане должны понимать, что государство ничего не должно. Прошли те времена, социализма больше не будет. Каждый должен сам, понимаете ли, сам за себя думать. Вот я и думаю, не пришло ли то самое время, когда граждане должны думать именно как вот нам велел Владимир Владимирович. Сами о себе заботиться. У нас сейчас самоизоляция, да, фактически в этих условиях самолечение, да, у детей, соответственно, самообучение, у взрослых медицинское самообразование. Вот. А нафиг нам государство, тем более вот такое. Вот. Именно после вот этого же высказывания пошли серия, значит, веселых высказываний. Типа вас никто не просил рожать, там государство вас рожать не просило, макарошки стоят одинаково, там, и так далее и тому подобное. Это ж отсюда все. Понимаете, умные люди разговаривают кулуарно, а вот такие вот дурочки, они начинают все это дело озвучивать просто-напросто публично. Ну, они же там послушались, и теперь они пытаются изобразить, что они причастны вот к этой тусовке. Начинают вот такие вот высказывания кидать. Все. Кого-то из них наказали за это? Нет, ну так чисто вот. Должность им поменяли. Нормально? То есть на сегодняшний день власть как сказать, активно вызывает ненависть к самой себе. Вот. Опять же, рознь вот это вот растет. Одним, понимаете ли, одним можно на работу ездить, а другим надо дома сидеть и загибаться потихонечку. Вот. Одним государство будет платить зарплату, но бюджетникам же государство продолжает платить зарплату тем, кто дома сидит. Сократило, конечно, но тем не менее. А те, кто не бюджетники, им что, их попросили, соответственно, написать заявление, да, по собственному желанию. Либо на увольнение, либо в отпуск за свой счет. Кто им будет зарплату платить? Работодатель? Ну, во-первых, не факт, что у него просто столько денег будет. Я в группе ВКонтакте опубликовал специально, значит, видео Ильи Свиридова. Такой интересный парень, чуть младше меня, с внешним видом, значит, как у бандюгана из 90-х. Но он реально здоровый, там под 2 метра ростом, 1,98 м. И массой, соответственно, там за 160. Здоровый такой. Вот. Он хозяин клубного сервиса в Москве. Как он рассказывает, вот, в принципе, парень реальный, мне, говорит, вот это вот, я, говорит, не могу уволить своих работников, потому что это хорошие работники, где я потом таких найду. Вот, поэтому он продолжает им платить зарплату. Значит, он вынужден платить аренду, за аренду цехов, коммуналку этих самых цехов, да. Мне, говорит, вот эти 52 дня обойдутся в 2 миллиона рублей. Ну, я, говорит, ладно, выживу, хрен с ним, эти деньги есть.
Но если, говорит, дольше продлится, наверное, говорит, нет, не выживу. Соответственно, вопрос, а сколько вот таких вот сервисов, как у него, вымрет? Кто-то же придет их потом заменить, правильно? И восстановить вот это хозяйство будет достаточно сложно, что характерно. Это он продолжает своим работникам платить зарплату. А кое-кто, значит, уже и не платит зарплату. Я уже говорил, у многих система оплаты, например, такая: вот вам, пожалуйста, минималка, да, по договору, а все остальное это процент от вашего заработка. А если человек дома сидит, какой там процент? Процента нет. Ну, да. Так, выход за продуктами в аптеку. Да. Где? Ну-ка, крутись давай. Давайся. Угу. Значит, чисто как вариант. Чисто как вариант. Вам же сказали, вы можете выйти за продуктами. Значит, там список потребного, за сигаретами, причем вы выйти сейчас не можете. Тоже очень интересный момент. Давайте подробно на эту тему, да. Смотрите, признано, с одной стороны, признано, что это никотиновая зависимость, там это т.д. и т.п., блин, курящие, там вообще больные люди. Они должны консультироваться, значит, у врачей, там это т.д. и т.п., врачи им помогут бросить курить, ля-ля 3 рубля. Очень хорошо, замечательно. С этой точки зрения, лишать курильщика сигарет вот так вот просто, без заместительной терапии нельзя. Потому что там куча последствий физиологических, как у меня, например. Я курил 27 лет. У меня не было кашля, у меня не было одышки, у меня не было проблем с сердцем, у меня ни хрена не было никаких проблем со здоровьем ровно до того момента, пока я не бросил курить. После того, как я бросил курить, у меня начались проблемы с сердцем, у меня начались проблемы с сахаром, у меня начались проблемы, значит, с массой тела, и там, соответственно, по кругу с сердцем, блин, и так далее. Нет, вопрос отдельно, что я эти вопросы в состоянии порешать. Решил вопрос с сахаром, решил вопрос с сердцем, значит, и так далее. Все замечательно. Решил вопрос там со всем остальным. Вот, что там начинает падать, когда вес растет. Вот. Но эти вопросы я как бы порешал. Я знаю, во всяком случае, как это все хозяйство решать. А другие как? И да, я бросал курить сознательно. Я к этому готовился морально. А когда человеку просто в приказном порядке говорят, блин, так, сигареты покупать нельзя тебе. Еще раз говорю, чем это сильно отличается от того, что, блин, завтра скажут, блин, всем теткам ходить, блин, с голыми титьками по улицам. Или еще что-нибудь вот в этом роде, блин, скажут. Право, это самое, блин, первой ночи, блин, ввести еще осталось, блин. А что? Ну нормально же. Че нет-то? И штрафы, блин. Ага. И Росгвардия, чтобы у нас за этим хозяйством следила. Это же называется беспредел. Вот. Так вот. Смотрите, у вас есть вариант такой, что вам там в списке продуктов надо. Яйца? Можно, да? Мясо, макароны, крупы, соль, спички. Спички стоят дешево, соль стоит дешево, макарошки стоят, цитирую сейчас, везде одинаково. Вот. Кто вам мешает? Ходите покупать спички по коробку, блин, 10 раз в течение дня. Нигде же не сказано, что от семьи должен пойти один человек. Нигде не сказано? Нет, нигде не сказано. Ну, вот вы идете цепочкой. Только не надо ходить под ручку там. Цепочкой выстроились и пошли. Одного останавливают. Куда идешь? В магазин иду. Вот в этот вот за углом. Ну ладно, хорошо, иди. Все. Потом снова иду в магазин. Так ты же уже ходил. Так, блин, спички забыл купить. Соль забыл купить. Макароны забыл купить. Ну, склероз, ну мало ли что. Как вариант, например. Да, шутки ходят на тему, значит, шарик один
в доме, поэтому он сегодня гулял уже 70 раз. Вот. Тоже вариант, да, с собаком. Вот. Так, расскажите, кстати, как именно бросили курить, всю процедуру, заранее спасибо. Значит, смотрите, у меня все это хозяйство на сайте описано. Подробно. Вот. Когда хрустят суставы, не болят, полезна ли физическая нагрузка? Полезно. Так. Значит, еще раз, как при отречении царя сверху была поддержка армии и структур, подвиг народа заключался в самоорганизации, создании административного аппарата в виде советов. Значит, еще раз, смотрите, ребятки, вот здесь на тему вот этих вещей вы немножко заблуждаетесь. Дело в том, что, опять же, надо отслеживать в режиме, значит, цепочки, да, изменяющихся событий. Блин, ну что у меня свет погас? А я сижу весь такой в потемках. Сейчас, погодите. Дайте я хоть свет включу. Вон у меня выключен. Так, о. Так будет лучше. Да. Значит, смотрите, сначала просто-напросто либералы заставили царя отречься. Раз. Организовали, соответственно, там временное правительство. Два. В это временное правительство вошли там некоторые, а остальные, значит, остались в основном прежние все. Министры, руководители, значит, там управлений каких-то, да, ну, нынешним языком говоря, и так далее. На местах, как были там, условно, земские советы, да, какие-то там градоначальники какие-то были. При этих градоначальниках были, соответственно, значит, там комитеты какие-то, которые руководили там, ну, примерно так же, как сейчас, условно, мэрия, да. Это все хозяйство было. Потом пришли, значит, большевики, и они заменили верхушку временного правительства, но 90% руководящего аппарата в стране осталось тем же самым. 90%. Кто не хотел, значит, работать, скажем так, в тех условиях, да, ну, за жопу-то никто не держал, ради бога. Тех, естественно, меняли. Но меняли-то, опять же, каким образом? Ну, не возьмешь же ты матроса, там, крестьянина, не посадишь его министром, значит, или там городом руководить. Нет ведь? Нет. В том-то и дело, что там ни знаний, ни опыта не хватит. Понимаете? Было все то же самое. Единственное, их просто переименовывали. Раз. И для того, чтобы отслеживать, контролировать, правильно ли они выполняют, потому что людям тоже было достаточно сложно перестроиться. У них была сначала одна парадигма, а потом им сказали, значит, совершенно новую. У них была одна идеология, а теперь у них совершенно новая идеология, да? Люди в основном, значит, солидные, в возрасте, они не могут вот так вот резко, мгновенно перестроиться. Поэтому для того, чтобы кто-то им разъяснял, объяснял, контролировал в правильную ли сторону, они вообще там что-то куда-то делают, присылали в эти органы местного самоуправления наиболее грамотных членов там партии РКПБ. Если это был матрос, ну значит это был матрос. Просто это звучит так. Матросы, они, знаете ли, на кораблях разные бывают. Так-то. В том числе, соответственно, разной образованности и с совершенно разной ответственностью. В том числе и тогда это было все то же самое. Вот. Почему в основном революционные матросы? Потому что на флот как раз таки набирали именно грамотных, в первую очередь. Не просто грамотных, которые умели читать, писать, а именно технически грамотных, образованных. И это были практически редко, когда там условно крестьянские дети или там дети рабочих. Вот. Это были дети там мещан, например, каких-то, значит, купцов там и так далее. Ну, пошел по купеческой линии, хорошо, а, блин, ну, у него там, может, в голове романтика начитался чего-то. Вот. Понимаете? Таким вот образом. И, соответственно, в армии точно так же, там поначалу было 90, потом в конечном итоге офицерского состава осталось с царской армии порядка 80%.
И этот самый, значит, еще царский состав потом участвовал в Великой Отечественной войне в полный рост. Вот. Так что тут моментик такой. И, соответственно, подвига народа в виде самоорганизации, ну, практически-то не было так-то. Это было в тех случаях, когда, скажем так, белые пришли, ах, вы красным служили, на виселицу. Белых выгнали, а руководить городом некому. Вот там, да, там начиналась самоорганизация, там выборы и так далее. Но опять же, есть, скажем так, вот это вот низовое общество, да, которое там, грубо говоря, заняты грубым физическим трудом, наименее образованные и так далее. Есть, соответственно, те, кто ближе стоит к даже не интеллигенции, а вот к этим вот слоям, которые, значит, управляют. Вот. То есть сейчас, условно так вот, абсолютно условно, грубо говорю, значит, не применительно к нынешней ситуации, да, а чисто так вот, абстрактно. Грубо говоря, если надо будет набрать, условно, правительство республики, да, ну, можно, конечно, пойти на завод, набрать рабочих. Один вариант. С одним результатом, да. Можно будет банально набрать просто умных людей с опытом руководства. Вот. И это будут уже, соответственно, чего? Руководители каких-то предприятий. При похудении, при учете дефицита калорий, правда ли, что кушать перед сном нельзя, так как все углеводы закладываться в подкожный жир. Вода помогает худеть, да. Расщепление жира происходит обязательно в присутствии воды, да. Значит, перед сном кушать можно. Вопрос, что хотите есть перед сном, значит, вы ужинали не тем. Вы отдали организму не то, что ему было надо. Поэтому он теперь, значит, требует, чтобы ему это все хозяйство дали. Все-таки. Понятно, да? Поэтому здесь очень важно кушать именно то, что организму требуется. Так, и обычно это нифига не торт. И даже не пельмени. Так, а что у нас со связью? Сейчас нормально все? Опять связь проседает. Ну, поюять. Так. Так. В Баку с 5 апреля выход только по СМС на 2 часа максимум. И только после получения ответного СМС, который может еще и не прийти. Да, есть исключения, связанные с опасностью для здоровья. Ну, вот, видите, да? То есть, еще раз. Власть заботится в первую очередь. Еще раз, это говорит о чем? О том, что люди, которые составляют власть, они банально напуганы. С одной стороны, они напуганы, поэтому они подвержены панике, они мечутся. И так как там недостаточно образования, вот, они принимают неверные решения в этих условиях. Значит, решение отдать местным органам власти на откуп, вводить какие-то меры, не вводить какие-то меры, это очень хорошо. С другой стороны, значит, еще раз, вот эти самые местные специалисты, они, как сказать, ну вот смотрите, вот есть у нас Бричалов, да, руководитель, глава Удмуртской республики, а есть, соответственно, министр здравоохранения. Я сейчас не знаю, кто там не интересовался, значит, этим хозяйством, поэтому я даже не знаю, он вообще имеет медицинское образование или нет. Во всяком случае, там предыдущего министра я знал, тот хотя бы имел медицинское образование, был человеком вменяемым, вот, и считал, что водку пить нельзя. Если пить, то только чистый спирт, что он, собственно, и делал. Вот. В принципе, я его даже где-то поддерживаю в этом вопросе. Вот. Но вопрос отдельный. Может ли нынешний министр здравоохранения Удмуртской республики позволить себе спорить с Бричаловым? С одной стороны, этого Бричалова я видел на улицах города, на велике он ехал. Человек просто вечером ехал на велосипеде,
катался, он мне попался навстречу. Вот. Ну, ладно, да, молодец. Потом, наверное, охрана быстренько ему сказала, что так поступать нехорошо, блин. Вот, ай-яй-яй, это-то. Или, может, нарвался на говорливых граждан, поэтому сам больше так не делает. Вот. И опять же, человек, который во власть только пришел, это один человек. Человек, который, значит, просидел во власти год, это совершенно другой человек. Который с первым может вообще ничего общего не иметь, кроме фамилии, имя, отчества и отражения в зеркале. Понимаете? Вот. Люди во власти очень быстро меняются. Поэтому как там воспринимаются вот эти вот споры и разговоры? Хрен его знает. Единственное, что министр внутренних дел, он фактически Бричалову не подчиняется никак. Он подчиняется, значит, Москве напрямую. Поэтому ему эти приказы, собственно, да наплевать. Вот. Может, поэтому, значит, не дали. Днем, вот я вижу, патрульные машины катаются днем. И то, значит, следят за тем, чтобы народ не кучковался. Грубо говоря, больше двух не собираться. Вот, потому что типа в толпе там передача инфекции, перенос инфекции там. Ну и понятно, что еще и власть боится сейчас, значит, в этих условиях, да. Вот. Как-то так. Но физиологические нормы, обусловленные жизнедеятельностью, обусловленные природой, понимаете, их административно регламентировать все равно нельзя. Поэтому, ну, используйте русскую смекалку, даже если вы не совсем русский там по национальности. Культура-то у нас же общая все-таки, как-никак, квак-не-квак. Вот, поэтому, ребятки, думайте, у кого брать собаку на прокат. Вот, зачем в магазин, значит, ходить множество раз, например, и так далее и тому подобное. Хуже всего с детьми, я понимаю, да. Хуже всего, блин, это с детьми. Матери с маленькими детьми, они, во-первых, подвержены панике, потому что женщины. Во-вторых, они боятся за свое чадо запугать их еще проще, чем остальных. Но при этом тем самым детям, вот, гулять надо в обязательном порядке. Гулять надо. А как? Ну, ладно, вот хорошо, в моем распоряжении, кроме, значит, квартиры, есть еще и частный дом. Замечательно. Там есть двор, да, и там есть еще и улица, по которой, значит, на которой милицию отродясь никто не видал. Вот. И у нас более-менее, опять же, значит, чтобы не сглазить, более-менее пока вменяемая, значит, милиция здесь присутствует. А как вот многие пишут, все-таки штрафуют ведь. Это бред, это дурдом. Вот. И так далее. Штрафы ввели на все без маски, езда на личном авто без разрешения. А что, вот, понимаете, вот этот бред, например, значит, нельзя выехать на машине. А что, на трамвае лучше, что ли? Ну, чисто так вот. Вот на трамвае что, лучше, что ли? Если я еду в собственном автомобиле, ни на кого не кашляю, не дышу, фактически изолирован в капсуле. Ну и вот, да. Я говорю, целью властей, судя по вот этим всем действиям, а я чисто так, это моя гипотеза, я чисто так предполагаю. Вот. Не соблюдение нашего с вами здоровья, а они просто-напросто боятся за собственную задницу. Они очень хорошо понимают, что нынешняя ситуация, вот эта экономическая, является взрывоопасной во всех смыслах слова. Вот. У людей, ладно, неделя, но сейчас начнут заканчиваться деньги в регионах. Мало у кого есть достаточные запасы финансовые. Что люди будут делать? Выходить на улицу и спрашивать у власти,
Здесь в Удмуртии было как-то. Начали, значит, пытаться вырубить сквер, чтобы там построить, ну, точечная застройка, какой-то дом там, купщиков из зеленхоза. Нахрен, палками, клюками. А потом пришли, значит, они заперлись изнутри в здании, охранника при этом оставили снаружи. Тот бедолага, значит, с бледной, просто именно бабки, одуванчики с палочками, блин. В нем поговорить надо отключить, так что. У меня вроде нет ничего такого, чтобы, блин, связь-то жрала. Вот Нако. Да. Понимаете? И они уже боялись. А здесь все, в том числе трудоспособные возраста, если им начнут задавать вопросы, они просто обкакаются. В прямом смысле слова. Они очень сильно боятся. Поэтому и меры такие. Сразу запугать. Понимаете? Сразу. Чтобы запугать. И пугать дальше. Но дело в том, что в какой-то момент у человека, если его пугать все сильнее, 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 проходит страх. Он перестает бояться. Идет просто-напросто перегрузка психики. Вот. И эта хрень просто отключается. И человек перестает воспринимать опасность именно как опасность. Вот. И вперед. Вот этот момент, я боюсь, наша власть не учитывает. Совершенно. Значит, опять же, на тот случай, если, значит, кто-то из вот этих вот ребят увидит вот этот вот мой стрим, я им хочу сообщить, что для того, чтобы остановить толпу из 100 человек, ну, из 100 мужиков, 100 ОМОНовцев категорически мало. Их хватит только при условии, что ОМОНовцы будут людей расстреливать. А так, вооруженных палками, щитами, там, газом будет категорически недостаточно. Население в республике 1 200 000 человек. Население города Ижевска примерно 650 000 человек. Где они столько ОМОНовцев возьмут? Нигде. Может, не надо дразнить-то, блин, людей вот такими вот глупостями. Еще раз, на сегодняшний день уже в принципе доказано, что вот этот грипп является всего-навсего очередным сезонным, да, искусственным, но тем не менее, он не вызывает повышенной смертности. Те кадры из Италии, которые показывают, обусловлены совсем другими вещами. Дело в том, что в Италии есть такая вещь, как страхование жизни. То есть, кроме страхования, значит, здоровья, да, стандартного, как у нас, есть еще страхование жизни. И, соответственно, значит, если человек помер просто от старости, ну, выплата очень маленькая. Но если он помер от коронавируса, выплата большая, это страховой случай по полной программе и так далее. Понятно, да? Соответственно, если там частью долей выплаты поделиться с тем, кто пишет заключение, то там так и напишут. Вскрытие показало, что у умершего был коронавирус. Еще раз, ребятки, на сегодняшний день, вот давайте элементарно, значит, возьмем. 90% людей являются, а в некоторых местах 100% людей, являются носителями туберкулезной палочки. Но, блин, никто же из этого трагедию не делает. Да, эта туберкулезная палочка может, значит, взять верх, там у человека будет туберкулез, но только при определенных условиях, при просадке иммунитета. Никто из этого трагедию не делает. У нас есть такая хрень в башке, как менингококк, который вызывает такую хреновую болезнь, как менингит. При менингите либо человек становится дурак, либо помирает. Вот. И чего?
Никто из этого трагедию не делает, не орет, не бегает, блин. Понимаете? Есть такая вещь, например, как сифилис, который вообще передается контактным бытовым путем, в том числе воздушно-капельным путем. И, блин, протекать он может тоже без симптома, с длительными сроками инкубационного периода. Из этого тоже никто трагедию ведь не делает. Хотя это на самом деле тяжелое инфекционное заболевание. Ёкарный бабай. Почему здесь-то начали делать какую-то трагедию? У меня есть предположение, что просто-напросто здесь, так как я в самом начале уже сказал, это война, значит, американцев против Евразии, фактически, да, и просто-напросто начали отрабатывать, как сказать, психологический механизм соответствующий. Ну, вот все знают про цветные революции, да, вот, они прошли там цветные там или революция, значит, там, да. Вот, на Украине прошло, в Армении прошло, значит, в Грузии это дело прошло и так далее. То есть, там в других странах это было. То есть, конкретно одна и та же схема используется. Вот, идет, значит, разогрев населения на каких-то проблемах. Вот. Потом берется группа активных каких-то нациков, которые, соответственно, подкармливаются неплохо. Вот. И на волне вот этого хозяйства, значит, делается то, что требуется. Здесь идет отработка примерно такого же, но в условиях целой Евразии. То есть, вот этот вот вирус был использован просто как инфоповод для того, чтобы создать панику. И руководители государств на эту панику повелись. Заметьте, руководители Китая на панику не повелись. Они приняли конкретные меры, вот, остановили распространение всего этого хозяйства. Но у них чего? У них есть медицина, хоть какая-то. Она у них есть экономика, у них есть мощности и так далее. Они построили больницу там в течение недели, ёкарный бабай. Да, эта больница уже рухнула. Хрен с ней. Они ее снесут. Фиг с ним. Построена по обходным технологиям, грубо говоря. Значит, но функцию свою она выполнила. Понимаете? Вот в чем дело. Значит, в Италии нет здравоохранения. В России, соответственно, нет здравоохранения. Вот. Оно реформировано. Да. Как с Курском, с подводной лодкой, блин. Что случилось? Утонуло. Ну, здесь все то же самое, блин. А у нас его нету больше. Все. Оно уничтожено. Вот. Понимаете, какая бяка нехорошая? Вот. Здесь просто идет отработка технологий, психосоциальных технологий, которые вызывают панику не у простых граждан, а у руководителей государств. Теоретически Владимир Владимирович должен очень хорошо это понимать, как работник, значит, служащий Комитета госбезопасности, как контрразведчик, он должен эти вещи понимать. Но, может, почему-то не понимает. Может, потому что уже возраст, например. Вот. Такая вот штука. К примеру, бритву мне подарить. У меня 2 бритвы. Значит, да. Мерседес подари, если что-то подарить хочешь. Настоящий. Гелендваген. Новый. Я буду рад такому подарку. Как-то так, ребят. Как-то так. Поэтому боюсь, что на сегодняшний день даже вот эти вот все конспирологические, теории, они несостоятельны по одной простой причине, что действительность на самом деле хуже. Вот. И на сегодняшний день многие представители власти, я не говорю, что все, переступили через порог
своей компетентности. Просто-напросто. Не справляются. В принципе, многолетняя селекция во властных структурах этому способствовала. Если Росстат как структура должен нам давать объективные данные, потому что происходит, а его реформируют, чтобы он давал те данные, которые хотелось бы видеть, извините, это не Росстат, это хрен знает что. Если сначала в Москве, значит, уничтожают к чертовой матери инфекционные больницы, увольняют к чертовой матери врачей, а через несколько месяцев наступает вот такая хрень, и теперь все начинают бегать, укушенные в задницу, и штрафовать людей за то, что они выходят на улицу без разрешения, это, блядь, извините, надо самого Собянина, блин, брать и подвешивать за очень чувствительные места вниз головой. Может, тогда прилившая к голове кровь обеспечит мозговую деятельность-то. А так возникает впечатление, что это была диверсия. Просто-напросто. И диверсия сейчас продолжается. Вот. И получается таким образом, что власть вызывает ненависть к себе, раздражает народ максимально. Блин, пенсионный возраст подняли, люди стерпели. Это, значит, сделали, люди опять стерпели. Сейчас вообще без зарплаты всех заставили дома сидеть, арестовали всю страну. И чем для власти это хозяйство кончится? Ну, значит, они в какой-то момент рассчитывают все-таки ввести потом режим чрезвычайного положения, а им, кстати говоря, нельзя вводить режим чрезвычайного положения. Да, вот в чем дело. Я вспомнил. Им нельзя, им можно вводить режим карантина, но он им не помогает, потому что режим карантина позволяет перемещаться внутри населенного пункта и запрещает выезд за пределы населенного пункта, это им не подходит. Потому что требуется снабжать населенный пункт чем-то, вот, и брать издержки, значит, убытки граждан на себя. Значит, но дело в том, что в стране нельзя вводить чрезвычайное положение. Согласно договору с НАТО, которую Владимир Владимирович в свое время подписал, я этот договор видел, он был, одно время он был на сайте Кремля, в документах, был, ребята. И там русским по белому написано, что, значит, в том случае, если российское руководство потеряет контроль над страной, а страна у нас является носителем ядерного оружия, значит, а потерей, например, как сказать, контрольной точкой, как это, реперной точкой о том, что контроль над страной теряется или уже утерян, есть в том числе введение чрезвычайного положения. В этом случае натовцы имеют право ввести свои войска на территорию Российской Федерации, заменить администрацию правительства Российской Федерации временной администрацией. Соответственно, они должны занять точки с размещением ядерного оружия и взять ядерный арсенал под контроль. В свое время Путин это подписал как определенную гарантию того, что Россия не собирается развязывать войну там ни с Европой, ни с Америкой там, и так далее и тому подобное. Ну, потому что ненормальный Ельцин вот этим своим поведением несколько поднапугал руководителей европейских государств, например. Ну и опять же, это был хороший такой повод нагнуть Россию. Понятно, да? Поэтому чрезвычайное положение в стране введено быть не может. Это я вот забыл про вот этот моментик. Кстати говоря, да. Как-то так. Как-то так.
Как-то так, да. Соответственно, точно так же массовые выступления граждан, вот, массовые выступления граждан, неприемлемы с точки зрения этого самого договора. И понимаете, беда ведь в том, что Владимир Владимирович, он ведь даже не Борис Николаевич. Борис Николаевич, каким бы алкашом ни был, каким бы негодяем ни был на нашей памяти, но я, например, очень хорошо помню его твердое высказывание, значит, в прямом эфире по центральному телевидению после того, как американцы заявили, что если Россия не в состоянии погасить конфликт в Чечне, американцы, значит, готовы ввести туда войска для того, чтобы решить этот конфликт. На что Борис Николаевич заявил о том, что как только американские самолеты пересекут воздушное пространство Российской Федерации или нога американского военнослужащего ступит без разрешения на территорию Российской Федерации, по Соединенным Штатам будет мгновенно нанесен ядерный удар. России, как он сказал, терять, то есть будет уже нечего. Понятно, да? Такая штука тоже была. Я хорошо помню. Вот. Да. Регионы обеспечения граждан на себя взять не могут. Вот. По одной простой причине, что денег у регионов нет. За исключением, допустим, Москвы. Но Москва тоже на это не пойдет. Значит, это раз. Дальше. Если будет насильственная вакцинация, стоит ли умереть сопротивление, дабы не допустить к себе этого? Значит, еще раз. Давайте опять же посмотрим на Италию, например. В Италии вакцинирование обязательно с штрафами и тюремными сроками для тех, кто отказывается. Если что. Но на сегодняшний день даже в Италии не пытаются никого вакцинировать. Еще раз, чтобы вы понимали, от вируса гриппа, вирусы они разные, конечно, бывают. Вот есть вирус оспы, например, это тоже у нас условно абсолютно отнесено к вирусам, но от оспы есть иммунитет и может быть прививка, вакцинация проведена. Вот. А от обычного вируса гриппа прививки, вакцины создать невозможно, потому что к вирусу иммунитет не образуется. Специфический иммунитет не образуется. Вакцинация от сезонных гриппов – это профанация. Всего-навсего. Это мошенничество в государственных масштабах. Этот вирус, коронавирус, несмотря вот на вот это вот все, то есть можно то, что я сказал, задвинуть, это молодой вирус. Он сейчас постоянно мутирует стремительно. И несмотря на то, что там геном расшифровали, расшифровали геном вот того вот. Сейчас эта сволочь мутировала. Вот. И, соответственно, выглядит чуть-чуть иначе. Вот. То есть, тем более нельзя создать вакцину к этому хозяйству. В принципе. Опять же, на сегодняшний день в мире такая интересная ситуация образовалась, согласно которой практически все компании, способные создать вакцину, принадлежат американским хозяевам. С учетом того, что вот этот вот нынешний вирус создан в Америке, я думаю, доверять созданию вакцины от него американцам уже не будут. Есть такое подозрение. Поэтому здесь
бояться на тему вот этого вакцинирования и так далее рано. Рано. Вот. Как-то так. Да, поэтому, значит, помирать с гранатой в руке тоже пока еще рановато. Да. Ну, мне тоже прививки кололи. Мне кололи прививки от столбняка, например, там еще от чего-то кололи. Ну, у меня прививок мало было. Да. Я помню, как у нас в школе тоже пытались, значит, что-то вакцинировать там. А я, соответственно, ведь не первый в списке. Вот. Ну и народ, значит, там уходит, потом возвращаются. Все такие привитые, все такие тихие, пришибленные. Кто-то, значит, там в обморок после этого падает. Я так посмотрел, репу почесал, что-то мне не хотелось, чтобы меня иголки тыкали. Я, соответственно, закосил, изобразил, значит, закат глазок и это самое, обморок. Вот, дождался, пока меня вынесут в коридор на свежий воздух там. Что с тобой, Васенька? Да. Вот, очухался, что-то мне нехорошо. Вот, вакцинировать меня не стали. Вот. Так, побочки от современных прививок, ну еще раз, от Гордосила, например, которым прививают от ВПЧ и рака шейки матки, от него гарантированно ВПЧ и рак шейки матки. Медики об этом уже в курсе, поэтому если кто-то хочет, его привьют. Вот, сами должны предложить. Если человек отказывается, ну у него есть законное право отказаться, все. У медиков ручки чистенькие в этом случае. Вот. Например, да. Дело в том, что, понимаете, вы ставите неправильный вопрос, какие побочки могут быть от современных прививок там и так далее. Есть, смотрите, такая штука интересная. Называется составной яд. Когда вы вводите в организм человека какое-то вещество, неважно каким образом вводите, например, через рот с едой. И вот этот компонент, он в организме оседает и не выводится практически. Человек чувствует себя прекрасно, все нормально. Потом вы вводите в организм человека другой компонент этого яда. Он точно так же оседает. Человек чувствует себя нормально, никаких проблем не возникает. Потом вы вводите третий элемент этого яда, который объединяет предыдущие два, образуется химическое вещество, которое является смертельным для человека. Человек погибает. Соответственно, пока вы получили первые два компонента, никакие исследования на вас не покажут, что вы подвергаетесь опасности. Сами по себе эти вещества, они будут абсолютно безобидными. Но третье вещество их объединяет. И получается нехорошая бяка. Понятно, да? Вот. У нас, допустим, ну, чтобы вы понимали, как это с точки зрения условной химии, да? У нас есть глицерин. Блин, такая штука, которая... Ее поджигаешь, эта сволочь не горит. Надо тратить энергию на то, чтобы поддерживать горение глицерина, например. Вот. У нас есть азотная кислота. Ну и кислота, ну азотная, ну концентрированная, ну и чё? Вот. У нас есть серная кислота, да? Ну кислота, ну и серная, ну и в определенном виде используется в разбавленном виде в качестве электролита для аккумуляторов автомобильных. Все нормально, да? Но вот если соединить правильно все три компонента, мы получаем нитроглицерин. Мощнейшее взрывчатое вещество. Понятно, да? Вот. Все. Здесь все то же самое. Поэтому
вакцины, они не сами по себе, да, каждая по отдельности опасна. Они могут быть опасны именно вот таким вот образом, в комплексе. И да, они все-таки просаживают иммунитет. Все-таки они просаживают иммунитет нынешний. Это нехорошо. Вирус как предлог нацепить на каждого датчик GPS, да, это отличный повод. Отличный повод. Мы еще недавно не могли предположить, что всех загонят по домам, заставят сидеть, еще штрафовать будут. Как так-то? Понимаете? Но сейчас уже, пожалуйста, уже есть. Завтра, да. На сегодняшний день нацепить на каждого датчик будет достаточно сложно, чисто технически. У нас нет столько датчиков. Тупо. Вот. Да. И точность этого GPS, она все-таки такая. Мне иногда... Хороший телефон у меня этот, самсунговский вроде как. Но иногда он мне, знаете, что показывает? Там прогноз погоды, как бы для той местности, в которой я нахожусь, автоматически местность определяет. Так он мне иногда показывает погоду Москвы. То есть он говорит, что я в Москве. Блин, где я, где Москва? Как уж это так умудряется ошибиться? Но тем не менее. Вот. Так, бум-бум-бум. Разве со временем организм не очищается от данных компонентов? Не от всех. Не от всех. То есть некоторые компоненты, они просто, да, не выводятся организмом. Так. За такие рецепты могут забанить. Но это же не рецепт, это... Я же даже, блин, как сказать... Не процитировал то, что написано в «Таинственном острове» Жюль Верна. Вот. А общие такие положения, они в школьном учебнике химии присутствуют. Да. По вышкам следят по номеру телефона. Да. И так далее. То есть, да, на сегодняшний день ситуация не совсем хорошая. И есть подозрение, что эта ситуация продлится дольше месяца. Дело в том, что, еще раз повторюсь, значит, согласно выводам итальянского эпидемиолога, вирусолога, блин, не помню, как он там, я опубликовал его высказывание ВКонтакте. Пик с этим самым гриппером нынешним будет года через 2. Скажем так, переломный момент, когда реально все пойдет на спад. До этого времени будет просто-напросто вот такая вот пилообразный график. То вспышки, то, значит, пропадает, то вспышки, то пропадает. То есть, как-то так. Вот. Летом сейчас будет чуть-чуть полегче в тех местах, где высокая солнечная активность. Вот. За счет солнечного ультрафиолета. Но, опять же, учитывая, какая санитарно-эпидемиологическая обстановка, например, на юге Краснодарского края, блин. Не, ребят, я туда поехать, мне говорили, съезди туда, там хорошо. Не-не-не, ребят, спасибо. Я, блин, не на помойке родился, чтобы ездить в такие места отдыхать. Не-не-не. Вот. Я слишком хорошо знаю, что там происходит. Вот. Мне это не интересно совершенно. Точно так же, как и там берег Крыма и так далее. Не-не-не, спасибо. Вот. Кто совсем по морю соскучился, ну да, тех я понимаю. Вот. Я возле моря 11 лет жил. Ну, поэтому как-то я поспокойнее к этим вещам отношусь. Да. Так, тиосульфат в виде порошка, если делать с дистиллированной водой, ну да, делать с дистиллированной водой все правильно. Единственное, что надо смотреть степень очистки этого самого порошка, чтобы там не было никакой нехорошей примеси. Понятно, да? Вот в этом как бы вся основная проблема. А так, да, ради бога. Вот.
Ситуация не патовая, ситуация, значит, предполагает всего-навсего, что у российского руководства так или иначе, но должен проснуться в конце концов здравый смысл. Вот. Я, конечно, понимаю, что в условиях паники здравый смысл проснуться практически не может. Он вообще обычно либо есть, либо его нет. Но я очень надеюсь, что, может быть, будут какие-то перестановки, в конце концов, в правительстве и так далее. А то на сегодняшний день какая-то странная ситуация, когда у нас цельный премьер-министр рассказывает, что надо делать, гражданам рассказывает, что надо делать в условиях вируса. Там руки мыть, там обеззараживаться. А главный санитарный врач-то у нас где? Это он должен эти вещи-то рассказывать. Почему он молчит? Где выступление главного санитарного врача? Нету. Где у нас выступление, значит, министра здравоохранения по этому поводу? Нету. Я прям даже теряюсь в догадках, чтобы могло случиться, что им может помешать рассказывать нам, что нам надо делать. Вот. Может, они, конечно, заняты подготовкой к дачному сезону. Это у вас дача там, рядом с домом. Вот, вам надо на электричке или на машине туда ехать. А у них дачка может быть тоже не так далеко. Но самолетом добираться там, мало ли. Может, они дачным сезоном там цветочки сажают уже у себя, грядочки вскапывают. Специалисты наши слетали в Италию, проверили, сказали, там все хорошо. Ну, все, замечательно. Можно, да? Вот. Прям не знаю. В Крыму. А что в Крыму? В Крыму запретили приходить к побережью, к воде. Блин. Что они воды боятся? Водобоязнь? Водобоязнь бывает при бешенстве, например. Прям вот боюсь предположить, что там такое, собственно, происходит. Вот. Налью себе сычку. Да. И, пользуясь моментом, хочу, значит, поддержать Илью Свиридова. Вот. Единственное, что я не буду вам показывать дурной пример, который, как известно, заразителен. Вот. И подниму тост с использованием сока. Да. Как он там сказал? Да. Президенту нашему ведь тяжело. Да. Вот. Давайте поднимем бокалы. Там, кто с чем может, кто с чаем, значит, кто с водой дистиллированной. Вот. Чтобы наш гарант Владимир Владимирович был в безопасности, в самоизоляции. Да. Надеюсь, костюм на все тело ему эту безопасность обеспечит. Да. Да даже местным жителям запретили ходить к воде. Да. Михаил Зимин. Если что, боюсь, вы меня неправильно поняли. Это канал для умных людей. Думайте тщательно. Да. Вот. И так далее. Но есть вот люди, которые меня понимают правильно. Да. Да. Как-то так вот. Как-то так.
Пока ждем развития событий. Что у нас сегодня? 3 число. Вот. 3 число. Страна вроде не находится в условиях войны, но потери почему-то несет. Сильные экономические потери. И прям вот как... Прям непонятно. И кто это сделал? Да? Вот. Запретили гостиницы бронировать. Представляете? Гостиницы все закрыли. Особенно там, где курортные места. То есть, теоретически, я вроде как могу сесть за руль и умотать туда, где солнце, тепло, море и так далее. Вроде как я не гражданин этой местности, там не живу, и вообще, значит, по объездной все города объехал там какими-то стежками, дорожками, вот, по деревням и так далее. Да, в конце концов, у меня полноприводный автомобиль. Вот. Не зря я его покупал именно полноприводным. Но гостиницы закрыты, им нельзя меня принимать. Понимаете, что интересно? То есть мы можем подойти к курортному сезону с убитым бизнесом туристическим. Например. Легко так? Да. И непринужденно. Нас заставляют по улице в маске, перчатках ходить. Ну, у нас до такого, слава богу, не дошло идиотизма. Еще раз, на тему маски. Размер этого вируса очень маленький. Сквозь дырки в маске он проскакивает, как нефиг делать. Если на то пошло. Значит, но есть еще маленький такой нюансик. Условно, даже если вы дышите через маску, где вот этот микроорганизм в состоянии там условно зацепиться, да, но для этого опять же противогаз именно нужен, вот, чтобы полностью очищать воздух, фильтровать. Не маска вот такая. А такая маска, она обеспечивает одну очень интересную штуку. Вот когда вы без маски, вы, допустим, вдохнули какую-то заразу, и тут же ее выдохнули обратно. Вдохнули и выдохнули. Понимаете? Выдохнули и ушли дальше, в движении. Но когда вы в маске, если вы вдохнули эту заразу, у вас появляется дополнительный шанс, что эта зараза на выдохе, она останется на внутренней стороне маски. Потому что из-за дыхания там конденсируется влага, проходимость ухудшается. И на вдохе, соответственно, вы эту заразу можете обратно вдохнуть. Понятно? Маска, запомните, маска вот такая вот медицинская, на самом деле предназначена для того, чтобы вы, выдыхая воздух, очищали его. И она предназначена в первую очередь для тех, случаев, когда происходит, например, оперирование. То есть операция идет, там кишки наружу, а хирургу вдруг чихнуть понадобилось. Или у него там капля пота с носа свисает. Вот чтобы там не падало ничего. Чтобы когда, значит, хирург там говорит, в том числе и матерится, на операции. И у него же, чтобы слюни не летели. Вот для этого маска нужна, понимаете? Вот для этого в первую очередь. Потому что есть такая хрень, как ротовая трихомонада. И там вообще куча инфекций, значит, в ротовой полости у нас присутствует. И чтобы вот это вот все не летело вот в развороченные внутренности человека и не увеличивало риска, значит, заразы. Вот для этого нужна была медицинская маска. Все. Для всех остальных случаев она не подходит. Да. Ой.
Так, мойте руки, столы, полы, ручки, выключатели, люстру протрите. Всем здоровья, господа. Проще прокварцевать, например. Проще прокварцевать. Не надо ничего протирать. Прокварцевал, уже хорошо, уже достаточно. Так, есть дезинфекция с помощью огня. Да, точно. Надо зафиксировать. Да, чтобы не мешал специалистам. Правильно. Все верно. Да. На сайте есть рецепт от седины, не действует или не пробовали. Вы в смысле о том, что у меня есть седые волосы? Ну, рецептов, например, от седины достаточно много, включая окраску. Вот. Но лично мне седина жить не мешает никаким местом. Поэтому я даже не задумывался на эту тему. А так, ну, да, правильный витаминный комплекс дамам помогает, уменьшает количество седины, волосы лучше становятся. Есть такая штука. Так, мне зачем оно надо? Ой, мужчину седины, шрамы и так далее красят. Прическа у меня, правда. Но это от шляпы. Так. Маски нужны, чтобы продавать. Ну да, тоже верно. Вот. Да. Не у всех есть кварцеватель. Можно ультрафиолетом. Ну да кварцевая лампа ультрафиолет-то генерирует. Блин. Так. В каждой грузинке есть витаминка. Вот это важное уточнение. В грузинке или в грузинке? Так, ладно. Сколько мы уже тут сидим, господа? Почти 2 часа. Наверное, сегодня я рекордов ставить не буду. Вот. Лучше почаще, но понемножку. Да. Иначе надоем. Так, окуривание помещения ладаном и травами работает как дезинфицирование или нет? Значит, ароматическими маслами, да, работает. Значит, окуривание ладаном, имейте в виду, ладан имеет наркотические свойства. При этом он проявляет свойства вещества, влияющего на психику и усиливающего внушение. Понятно, да? Это надо иметь в виду. Именно поэтому зомбирование прихожан в церквях проходит достаточно эффективно. Особенно, когда перед мордой размахивают блестящей штуковиной и монотонно что-то поют. Это однозначно выглядит как введение в транс. Вот. При этом всем табак, никотин конкретно, он разрушает вот эти вот вещества и снижает их эффективность, в том числе там в некоторых случаях до нуля. То есть на человека, который покурил перед тем, как зайти в церковь на службу, а потом покурил еще выйдя оттуда, вот это вот оно не действует. Понятно, да? Может, поэтому в том числе у нас с куревом-то борются. Анекдот на эту тему есть. Значит, молодой поп провел службу первый раз, значит, там самостоятельно, ну, выпускник семинарии. Соответственно, старый ему разбор полета проводит, ошибок там и так далее. Так, сын мой, ты совершил несколько ошибок. Во-первых, перед службой можно остограммиться, а не ужираться. Второе, худилом надо размахивать вот так, а не вот так. И третье,
прихожан после службы надо благословлять с Божьей Матерью, а не посылать. Понятно, да? Так, ну это если что. На тему вот этого вот, да, сидеть вредно, а мы тут, понимаете ли, это самое. Индийские вот эти вот палочки ароматические, знаете, которые поджигаете, гасите, оно тлеет и дымит. Вот эти вот вещи работают достаточно неплохо. Вот. И так далее. Стримы проводить на свежем воздухе. Ну, я вот сегодня на Волошку ездил как раз таки посмотреть, что у нас там на тему интернета. Интернет там у нас хреновастенький получается. Надо подумать, куда еще можно смыться. Вот, где будет хороший интернет, в том числе и природа. Но сейчас вот, понимаете, природа, блин, вот у нас, например, да, свежей зелени еще нет. Снег сходит. Соответственно, куча грязи из-под снега вылазит. Где-то, где песочек подсохло, где не песочек, там еще именно откровенно грязно. Вот. Деревья стоят без листьев. Вот. Сейчас природа как женщина, которая только-только встала с кровати. Вся такая сонная, слегка помятая, тихая, спокойная. Вот. Как-то так. Но как только начнет что-нибудь зеленеть, ну да, в обязательном порядке надо туда как-нибудь будет скататься. Сандал тоже из этой категории? Нет. Узбекский срык дезинфицирует все. Не знаю, что это такое, не сталкивался. В Узбекистане я не был, честно говоря. Вот. Клещи попрут. Да клещи уже прут. У нас еще не зазеленело, люди уже обращаются. Уже обращаются с укусами. Вот. Уже такая штука есть. Так что, опять же, никто не отменял внимательность. Да. Ну и я пока так вот по лесу не лазаю. Выехал туда, где людей нету. И хорошо. Надо же шезлонгом, что ли, обзавестись. Чтобы выехал, разложил, посидел на солнце. Вот. Правда, сейчас пока солнце, хорошо, приятственно. Как только ветерочек, так, блин, начинаешь синеть, покрываться пупырышками. Да. Как-то так. Как-то так. Надеюсь, все-таки вот этот момент о том, что люди должны двигаться, что людей нельзя запирать, даже зэкам положены по нынешним нормам физические упражнения, физическая активность. Вот. А уж детям, блин, тем более запирать детей в 4 стенах вредно для их психики, этих самых детей. Вредно для их умственного и физического развития. Вредно для их здоровья. И если взрослых еще каждого там поскрести можно найти, за что посадить под домашний арест, то детей сажать под домашний арест, я считаю, категорически нельзя. Мало того, преступно. И вот эти вот мысли, они должны как-то все-таки дойти до власть имущих, вот, чтобы перестали принимать вот такие откровенно издевательские, вредные распоряжения, которые являются в том числе незаконными.
Вот, да, но нам от этого не легче. Нам от этого не легче. В конечном итоге скинули все на простых исполнителей, которые должны теперь бегать, отлавливать граждан, штрафовать. Еще вопрос, кто там остался у них в начальниках. Вполне могут и палочную систему ввести. Вот, в связи с этим, вот. Да. Как-то так. И это совсем нехорошо. Если тело обхлопывать, обстукивать, не помогает. Вы двигаться должны, понимаете? Двигаться. При этом даже бег на месте, общеукрепляющий, всех объединяющий, не является панацеей. Бег на месте отличается от бега реального. Понимаете? Как, как вам объяснить? Как, ну, вы можете поразглядывать на картинке голову мужика. И даже погладить эту картинку и поприкладывать к разным частям тела. Поможет? Я думаю, нет. Нормального мужика не заменяет. Здесь все то же самое. Один в один. Вот. Так, все. Что-то я пошел уже опять не в ту степь. Видимо, пора завязывать со стримом на сегодня. Спасибо, ребят, что пришли. Вот. Да. Всем пока. Что у нас сегодня? Час 99 человек. Хорошая цифра. 46 лайков. Да. И в том-то и дело, я понимаю, обработали бы детские площадки, разрешили бы детям там гулять. Я бы это еще понимал, да? Вот. Я понимаю, когда, значит, штрафуют тех, кто там условно приехал из-за границы, там, где, значит, была вспышка коронавируса, и их теперь заставляют сидеть в квартире, никуда не ходить, чтобы они не тащили заразу. Это я еще понимаю. Но при этом всем должны им обрабатывать помещение, их вообще должны помещать не в свою квартиру на самоизоляцию, а уж если есть, ребята, подозрения, поместите их в таком случае в условиях стационара, кормите, поите, обеспечьте им больничный, оплачиваемый больничный, в конце концов, да, проводите тесты, для детей там, опять же, в больницах, значит, когда дети вынуждены в больнице лежать, проходят занятия, раньше, во всяком случае, проходили занятия с учителями, и спортом с ними там занимаются, там все полностью делается. И это было бы нормально, и по-человечески, и эффективно. А так, ой, у нас подозрение, что ты привез коронавирус, поэтому ты должен сидеть дома. Да. И выходить из дома только вот за продуктами в магазин. А в магазине человек что, никого заразить, что ли, не может? Ёкарный бабай, Бред. Полнейший. Есть подозрение, человек должен быть изолирован. Для этого карантинные мероприятия все придуманы, предусмотрены, расписаны, прописаны по полной программе. Вот. Все. Собственно. А вот такая херотень сейчас, особенно в Москве, только потому, что инфекционных больниц нету. Медицину у нас это оптимизировали по полной программе. Вот. Как-то так. Как-то так. Я никого ни к чему не призываю, но еще раз, как говорил наш многоуважаемый президент, значит, надо отруливать от патернализма, да, и брать ответственность за свою жизнь, за жизнь и судьбу своих детей в свои руки. Как-то так. Всем пока. Не поймите меня правильно.